Привет, ребята! Сегодня решил записать видео. Меня часто спрашивают, какие пылесосы купить в ту или иную цену, какой лучший выбор. Мы рассматриваем пылесосы древние, потому что это у нас в Украине самые популярные пылесосы на данный момент. Сейчас вам скажу, какие модели я считаю наиболее оптимальной покупкой в мае 2025 года. Разделим пылесосы на условную категории до 700 евро, от 700 до 1000 и свыше 1000 евро. Рассмотрим на примере европейского сайта европейские цены. У нас в Украине такие же примерно цены у большинства серых продавцов, а типа официальные продавцы Dream.ua продают значительно дороже роботы. И значительно позже их привозят. Начнем с самых дешевых. Видите, это две модели, которые я считаю ниже их и дешевле покупать не стоит, потому что это уже устаревший хлам будет. А вот эти более-менее еще модели. Это L10S Pro Ultra Hit, более старая модель, и модель этого года L10S Ultra Gen 2. Это очень похожие пылесосы в одинаковых корпусах с одинаковыми расходниками. Отличаются только тем, что у L10S Ultra Gen 2 мощность больше 10 тысяч. Но у него нет подогрева воды, то есть мойки тряпок горячей водой. Я считаю, это не такая необходимая функция. Потом эти два робота практически идентичны, стоят одинаково. Раньше вот этот стоил дороже. Про Ultra Hit. Поэтому смотрите, что дешевле найдете, то и покупайте. И 7000 вполне хватит для вашей уборки. Мойка тряпок горячей водой нужна тем, у кого прям жирные пятна такие. Нужно убирать роботу. Потому если у вас, как у меня, например, просто пыль кожей вытирает, то мойка тряпок горячей водой не нужна. Притом у вас еще будет экономия на электричестве, потому что это ежедневно подогрев воды, там не 1 киловатт электричества забирает. Хороший выбор. Единственный минус, что у него кисточки трехлучевые не выметают в углу. Тряпка выезжает. Это если сравнивать с моделями уже от 700 до 1000 евро. Переходим к этим моделям. Здесь у нас представлены старички X40. Ultra Complete, почему-то в Украине самый популярный робот. Чаще всего его спрашивают. Вот. После него вышел L40. Это упрощенная модель немного X40. Там у него чуть упростили модули распознавания. Там не двойной лазер, а одинарный. А так тот же самый робот. Ну, на 1000 тут меньше было. У них мощность 11 тысяч, тут 12 тысяч было. Ну, L40 Ultra E, не знаю, что это за модель, тоже чуть упрощенная, у нас она не продается. И вот самая свежая новинка в мае 2025 года появилась, L40S Pro Ultra. Я всем рекомендую эту модель, это лучшая покупка по соотношению цена-качество. Это уже 50-я модель, 50-я серия с новыми валиками, с переездом 4 сантиметра. Единственное, что у него не заезжает лидар. Потому его назвали еще 40-ю серию. Но так это 50-ка. Ну и в моделях свыше $1000 тут у нас есть X50, самый большой тоже его спрашивают, Complete. Потом упрощенная модель L50. Здесь на 1000 меньше мощность. Так, та же самая модель. Я не рекомендую покупать L50. Единственное, если вам надо, чтобы он заезжал под мебель, тогда можно купить L50. А так покупайте L40 Pro Ultra. Это сейчас топ за свои деньги. Ну и две встроенные модели. X40 Master, который вышел год назад. И X50 Master, который появился в продаже тоже в мае 2025 года. У него уже заезжает лидар по сравнению с этим роботом X40. Двойная щетка. Станция более компактная. Несколько сантиметров меньше. Мешки уже не 4,2 литра, а 3,2 стандартные. В общем, если хотите
компактные, то выбор у вас такой. Если надо, чтобы под мебель заезжал, ну, уже переплачивайте за X50. Хотя они тут, видите, стоят одинаково сейчас, типа акция, но вообще, видите, он 300 евро дороже. А если не надо вам заезжать, то вполне хватит и такого робота. Ну, заезжать под мебель. Хорошая модель. Ну, белых встроенных нету, напоминаю. Хотя в Китае белые встроенные продаются. Это там у них S-серия, S40, S30 были встроены. У меня на канале можете посмотреть S30 встроенный, если такой купил китайский. Вот, так что свыше 1000 евро, я считаю, покупают те, кому нужна встроенная версия. Ну или те, кому нужна заезд под мебель. Покупать, я считаю, L50. Если разница между X50 и L50 составляет хотя бы 1002 гривен, то уже стоит купить L50 за X50. Переплачивать не надо, а тут, видите, аж разница 250 евро. Этот комплект аксессуаров, он стоит в районе 1500 гривен, 1500-2. Потому за него многие ищут именно версию комплект. Дешевле купить просто эти дополнительные аксессуары. Вот, на этом все. Это такой краткий гайд для тех, кто спрашивает, какие пылесосы в определенную цену сейчас лучшая покупка. Надеюсь, прояснил. Теперь легче будет выбрать. Ну еще чуть не забыл про роботы Mova. Это новая линейка роботов. Это отдельный завод, как позиционирует его Dreamy. То есть у них отдельное приложение. Вот они появились на рынке в 2025 году. Сначала была 10-я серия. Это аналог L40, но стоил значительно дешевле. Стоил по уровню чуть дороже, чем L10 Pro Ultra Dreamy и L10 Gen. Да, видите, у нас в Украине они стоят на пару тысяч гривен всего дороже. Потому если вы рассматриваете, например, робота до 30 тысяч гривен, то это робот очень хорошая покупка будет. Также есть до 30 тысяч гривен Mova P50. В P50 увеличили мощность до 19 тысяч паскалей, здесь было 13 тысяч паскалей. Вот, но это все еще аналоги L40. В них обоих выезжает кисточка в сторону. Что делает этот P50 лучше выбором, чем вот эти два робота. Но у P50 Ultra у него нету подъема ни валика, ни кисточек при заезде на ковры, нету мойки тряпок горячей водой. Если мойка тряпок, как я говорил, еще это не критично, то подъем кисточки и валика, я считаю, ну, без такого робота не стоит брать. Лучше взять вот эту модель P10. А модель P50 Pro Ultra это такая же модель, как P50 Ultra, только у него есть мойка тряпок горячей водой, поднимаются валики. И P50 Ultra это аналог L40. У них такой же одиночный валик. Также выезжает кисточку в сторону. А вот Mova V50, тут уже новая щетка два валика. Вот, это уже аналог X50, L50 Pro Ultra. Здесь заезжает уже лидар у этих двух моделей, как и в 40 серии Dreamy. Лидар не заезжает, то есть не будет проезжать под мебелью. Так что если вы находите в продаже V50 и Ultra дешевле, чем значительно вот эти две модели, 50 Pro Ultra и X50, то я советую такой робот. У него больше мощность, 24 тысячи против 20 тысяч и 19 500, по-моему, вот этой модели L50. Но все зависит от цены. В принципе, все роботы, начиная от самых начальных L10 Dreamy, это все хорошие роботы. И они прям не сильно будут уступать топовым роботам. Просто это уже переплата за всякие такие новомодные фишки, нововведения. Не всем они нужны. Не всем нужен переезд порогов. Не всем нужен проезжание под мебелью. Потому не переплачивайте деньги и делайте разумные выборы. Покупайте только то, что действительно вам нужно. Вот, например, мне не нужно проезд под мебелью. Мне не нужен переезд порогов, у меня нет порогов. Кстати, вот эти механизмы, переезд порогов, не очень шумный этот механизм. Так будет
шуметь, если робот при вас будет убирать, он достаточно такой некомфортный шум. Вот я себе, если бы сейчас бы покупал, я бы купил Dreame L40S Pro Ultra. Как я говорил уже раньше, оптимальная модель. Вот, ну и смотрите, Mova тоже, это та же Dreame, просто со своим приложением ничем им особо не уступает. Если есть еще вопросы по выбору, пишите в комментарии. Пока.